Всем привет, я Марина и с вами Школа Сакрамел. Что делать, если у клиента очень сухая кутикула, так еще и стелющаяся? Какой вид маникюра подобрать и как сделать так, чтобы результат был пролонгированным? В этом видео. Смотрите, и мы поехали! Ну что ж, мы с вами начинаем. Сразу хочу сказать, что это не новая для меня модель, но до этого она была у какого-то другого мастера, я не знаю, кто выполнял работу. В принципе, по работе замечаний нету, но у нее такая вот кутикула. Сильно стелющаяся и сухая. Тут, кстати говоря, не самый худший ее вариант. Эту модель вы также могли увидеть в другом ролике у меня на канале про разные ногти, потому что действительно ложе очень сильно отличается от ногтя к ногтю. На указательном короткое, на безымянном слишком длинное, и каждый раз мы мучаемся с длиной, прям измеряем ее четко, либо измерителем, либо, может быть, линеечкой даже, для того, чтобы точно сделать все ногти попарно равными друг другу, чтобы это смотрелось красиво. Ну а мы с вами снимаем старое покрытие, и знаете, что я заметила? Вроде бы все держалось хорошо, но внутри тянулись отслойки, поэтому пришлось дорабатывать пилкой. Обычно на этой клиентке я выполняю маникюр с синей насечкой, но в этот раз я взяла специально красно-белую, потому что я увидела, что много трещин, что кутикула не настолько сильно прям вот стелется, как обычно, что есть где-то некоторые микротрещины, поэтому лучше перестраховаться и взять насадку красную с белой насечкой. Что это значит? Что насадка имеет специальный абразив, который будет как бы шлифовать кожу. Таким образом мы с вами от ситуации выбираем, каким абразивом будем работать. Насадка с синей насечкой или насадка с красной насечкой. Поэтому мастер должен правильно определить тип кожи и кутикулы клиента для того, чтобы подобрать правильный инструмент, правильную технику. А сегодня мы будем выполнять с вами аппаратный маникюр. И, конечно, для того, чтобы выполнить срез аппаратным способом, для этого мы будем приподнимать так называемую юбочку кутикулы. Что это значит, если пока что непонятно, что значит такое юбочка кутикула? Мы как бы выворачиваем кутикулу для легкого среза. Для этого устанавливаю насадку практически перпендикулярно ногтевой пластине, работаю на реверсе и совершаю небольшие движения справа налево, как бы выворачивая ее. Это поможет нам открыть обзор, что же там под кутикулой. Чаще всего я прохожусь еще раз такими выглаживающими движениями, чтобы сделать кармашек более чистым. Тут как раз это очень хорошо видно, что маникюр становится глубже и чище. Если не сделать этот этап, то часто остаются склейки, что может стать причиной и затеков, и будущих отслоек. Нам это с вами не нужно. Наша задача увидеть вот такую белую линию поднявшейся кутикулы, такой белый кантик. Это и есть та самая сухая кожа, которую мы с вами будем срезать. А срезать ее можно различными видами насадок. Это может быть шар, это может быть скругленный цилиндр. Любая сферическая насадка не принципиальна. Кстати, у меня на канале есть отдельный ролик, как выполнить аппаратный маникюр любой фрезой. Тоже смотрите его. Ну а для данной широкой кутикулы я взяла насадку с синей белой насечкой. И каким образом мы с вами поступаем? Разворачиваем пальчик бочком, начинаем обрабатывать боковой валик. Первым этапом приподнимаем кутикулу выше и вторым как бы срезаем. Смотрите, я работаю крайней частью насадки. Иногда зашлифовываю центральной частью, но в основном у меня работает кончик. И тут 1000 нюансов. Вот поверьте, положение фрезы, ее давление, скорость. Кстати говоря, работаю на небольших оборотах до 10 тысяч. Это зависит от состояния рук и кожи вашего клиента. Также важно правильно подбирать скоростной режим. И вот так просто кутикула у нас уходит. Но теперь повторим срез. И смотрите, берите лайфхак на заметку. Жесткие боковые валики мы разбиваем постукиванием о кожу насадкой. И также первым этапом приподнимаем и потом как бы шлифовываем. Тут важно не застревать на одном месте для того, чтобы не было неприятностей, скажем так. Конечно, бывают некоторые моменты, когда мастера перетирают кутикулу, ранят,
не умеет выполнять аппаратный маникюр, в таком случае я вам очень рекомендую прям обучиться этой технике, потому что действительно при помощи аппаратного маникюра можно добиться вот такого чистейшего результата, без использования режущего инструмента, только насадки. В кое-каких местах мы видим красные участки, это как раз таки те места, где лопнула кутикула. А лопается она почему? Потому что сильно стелется. В таких случаях я обычно рекомендую клиенту в домашние условия отталкивание кутикулы при помощи апельсиновой палочки. Вот поверьте, если он будет делать это на регулярной основе, кутикула уже не будет так стелиться. Нанесли базу и теперь будем достраивать отсутствующие боковые параллели. Для этого буду использовать прозрачный гель-желе. За счет такой консистенции можно достраивать боковые стеночки, перепиленные нижние параллели очень быстро. Можно сразу по несколько пальчиков выкладывать, потому что гель никуда не убегает. То, как сейчас выглядит в форме, меня не совсем устраивает, потому что она непонятная, то ли квадратно-овальная, то ли овальная и не скво-квадрат, не скво-квадрат даже. В общем, что-то такое среднее. Мне хочется больше четкости, потому что это придаст как бы больше дороговизны и четкости нашему маникюру. Нравятся мои ролики? Хотите знать больше о маникюре? Приглашаю присоединиться и получить доступ к базе знаний школы Сакрамел. Более 20 видеокурсов по цене одного с получением сертификата. Они доступны по всему миру. Подробнее читай в описании. И, конечно, подписывайся на канал. Теперь подпиливаем форму, убираем материал по боковым сторонам, тот, который натек, делая четкость. Но, опять же, сильно свободно край не убираю, потому что после буду слегка его подпиливать еще дополнительно, уже после покрытия для большей четкости. Поскольку я достраивала немного по боковым сторонам, то опил занимает немного времени, а за такое восстановление вы можете брать уже дополнительную стоимость. И теперь приступим к дизайну. Мне захотелось выполнить аквариумный дизайн. Для этого делаю подложку и растягиваю блестящий гель-лак вот так к центру ногтя. И добавим вот такие красивые блестки-шестигранники. По-моему, я их покупала где-то на Wildberries или другом маркетплейсе. Они красиво всегда смотрятся в любом дизайне. Также в нашем телеграм-канале Сакрамел я поделюсь ссылками на материалы, которые использовала в ролике. Поэтому подписывайтесь, следите там за новостями, и там много классной информации. Ну и поскольку сейчас архитектура плосковата, в зоне кутикулы достраиваю при помощи ботл геля. Это не база, потому что база, она как бы не выдержит нагрузки, скорее всего, может быть, даст усадку и так далее. Работаю именно жестким материалом в флаконе с кистью, потому что он жидкий, он быстро раскладывается, быстро распределяется, и работа, конечно, с ним происходит намного скорее. Свожу тонкой кисточкой на нет материал к свободному краю, делая плавный переход амбре. Но в некоторых местах не так отлично лег материал, либо арка продольная была дугой. Мне не очень нравится такой эффект, потому что визуально ногти будут смотреться вниз растущими. Поэтому слегка, прям буквально опиливаю поверхность, чтобы продольная была более четкой, и покрываем топом. Самый мой любимый этап, когда проявляется дизайн и смотрится это так красиво с вот этим бежевым материалом, это был ботл гель от Cosmoprofi в флаконе с кистью. Обратите на них внимание. Не забываем подпилить торцы, ну и, конечно, изнанки. Многие из вас интересуются, как выпиливать изнутри, если практически совсем нет свободного края. Вот так вот потихонечку переворачиваем, убираем валик, оттягиваем его и формируем тонкий, носибельный, красивый торец, убираем скручивание ногтей, ну и всякие неприятные вещи, которые у нас есть под ногтями. Но это еще не все. Я хочу поделиться с вами таким лайфхаком при работе с широко стелющейся сухой кутикулой. Это полировка в конце по маслу. Наносим масло, использую силиконово-карбидный полировщик, он достаточно мягкий по абразиву, и запечатываю это масло в кожу, за счет чего заусенки даже самые мелкие запечатываются и уже не будут появляться вновь. Берите этот лайфхак на заметку, я уверена, клиенты его оценят. Забыла сказать, наша сегодняшняя модель медработник, и ей нельзя делать очень яркие ногти. Как вы считаете, мы справились с задачей? Наш результат. Как вам понравилось? Поставьте пальчик вверх.
Смотрите и другой ролик с этими ногтями, который называется «Разные ногти». Ну а я желаю всем успехов в работе. Счастливо! Пока-пока!